Шульц, давай примеряем деталь. Держи, Ханс. Шлампа. Вот и готово, Ханс. Что скажешь? Вундербар, Шульц. Правда, мы уронили пару болтов, это критично? Да не, это как всегда. Но мы что-то еще забыли, по-моему. Ты прав. Мы забыли рассказать, как была изготовлена эта деталь. Нам придется для этого переместиться вперед в прошлое. Как всегда. Погнали! Привез я из столицы вот такие вот 3 детали. Одна моя и 2 другие ребята, которые автоспортом занимаются, подогнали. Собственно, по моей это нейлон-карбон, Power Cap, я сам напечатал под впуск на мой C20XE мотор. Было бы круто из металла попробовать сделать, чтобы оно наддув, может быть, какой-то сильный держало, ну и красиво, круто выглядело. Это уже более серьезная такая механическая задача для увеличения производительности мотора. Возможно ли из инканели напечатать выпускной клапан увеличенного размера? И нюанс в том, что вот здесь вот я распечатал стандарты по этому мотору допусков. Важно до тысячных предела. Ну и следующая задача тоже по C20XE мотор, это 600 сил ребята будут собирать болид под драг-рейсинг с усиленными пружинами двойными. И нужно кастомную тарелку сделать, чтобы она тут не гуляла, чуть-чуть шире. И, собственно, в автоспорте титановые тарелки клапанов, они облегчают массу всего этого механизма, и клапана меньше зависают на высоких оборотах. Насколько все это вообще возможно с помощью вас сделать? Так, вопрос понятен. Пойду с обратного. Первая, тарелки клапанов, деталь вращения достаточно простая. Это сугубо токарная деталь, напечатать никаких проблем не составит ее, но не имеет никакого смысла, так как это берется просто токарный станок, заготовка и Но мы у вас сможем вытащить? я думаю, вытащить мы у нас тоже сможем это. Но я однозначно такой не рекомендую печатать, это немножко деталь. Что касается этой детали, тут, наверное, история плюс-минус та же, тоже берется продукт точится, но кроме одного, то есть это инканель, который достаточно проблематично купить, стоит он нормально денег, и в которого 95% всей массы пойдут в отходы, то есть ты берешь пруток, протачиваешь. Все это В труху, да, поэтому мы можем сейчас попробовать напечатать их с небольшими припусками. Почему с припусками? Потому что здесь у тебя, вот, сказал, достаточно высокие допуска, и нужно обеспечить точность поверхности, шероховатость минимальную, поэтому мы просто сделаем припуска и проточим потом с минимальными отходами и там совместим, как бы не совсем аддитивную технологию, ну так чуть печать с механикой. Ну и это твоя, конечно, деталь PowerCap, наверное, самая такая прикольнючая для эксперимента. На морду сама, похоже говоря. Ну да, которая... И мы, я думаю, что попробуем ее немножко оптимизировать. Это, наверное, такое стрёмное слово, особенно в науке, но все равно. Оптимизировать ее, доработать, облегчить. Наложим определенную структуру и в середине чуть-чуть поработаем с газодинамикой, чтобы улучшить немножко характеристики. Я это все покажу отдельно на компе. И попробуем сделать ее с алюминия. Как тебе подходит? Было бы круто, конечно, но я до сих пор не верю в то, что это возможно. И я думаю, что чтобы вообще красиво все было, мы можем после печати, наверное, вот эту поверхность еще механически обработать тоже, и будет она гладенькая, красивая, поэтому давай пробовать, а там по результатам посмотрим. Если это будет шоу-кар с открытым капотом на выставке. Ну давай пробовать. В десятке технологий Формулы-1. Сделаешь мне вообще экскурсию, расскажешь, что как, потому что хотелось бы сделать этот выпуск информативным и посвятить вообще народ в эти технологии, показать им, что возможно сделать, что сложно, что-то там по ценам, может, секреты раскроешь. Это вообще не проблема, давай расскажу тоже, наверное, чем мы занимаемся, небольшую экскурсию, может так понятнее будет, и рад буду помочь им. Давай начну нашу экскурсию немножко. Компания наша аддитивные лазерные технологии Украины.
Специализируемся мы на интеграции технологий 3D-печати металла в производственные процессы и решения там разнообразных задач. У нас стенды есть здесь небольшие, где в частности медицина и инженерное решение всяких деталюшек. Это как демонстрация того, что можно делать, какие задачи можно решать. А дальше пройдем, я тебе покажу, как это вообще все работает. Здесь у нас небольшой механический участок такой, на котором делаются деталюхи и составные части наших принтеров, проводим постобработку. Здесь же мы тебе твой PowerCap немножко доведем до ума после 3D-печати. И на токарничке мы доработаем напечатанные клапана, которые попробуем. Там небольшой тоже участок для термообработки. Почему? Потому что детали, особенно высоконагруженные, после 3D-печати нужно снимать концентраторы напряжения и доводить их до ума. У нас есть там несколько печей для этого и такая постобработка небольшая. Поэтому здесь зарождаются машины, которые мы дальше увидим, на которых мы будем делать именно то, что тебе нужно. Здесь ребята тоже сейчас вот участок вывезли, машины туда дальше, они собраны. Здесь они собирают, компонуют после того, как некоторые изделия готовы, и собирают узловые какие-то вещи и перевозят уже к электрикам, на электротехническим участкам. Я правильно понимаю, что вы сами печатаете на этих же своих принтерах новые машины? Кстати, да, я покажу там детали. У нас уже наши принтеры печатают следующие принтеры. Поэтому это достаточно прикольно. Звучит и выглядит. Покажу сами детали дальше. Как же хочется все это покрутить, пока никто не видит. Блин, оно так щелкает прикольно. Изначально эти ребята не просто 3D-печатью занимаются металлом, они эти машины по 3D-печати сами изготавливают. Это, я так понимаю, трубы для как раз их аппаратов. Это прикольная штука, как будто саксофон какой-то. Главное, что я хотел сказать, здесь вот у нас как R&D центр, ребята, конструктора, где они генерят эти все клевые идеи, где они все разработки воплощают в жизнь, и дальше это все собирается уже на производстве. Здесь электротехнический участок, машины, которые механически собираются, вот тут шкафы, я не знаю, наверное, закрыто сейчас. Они, ну вот какой-то там начали собирать тоже электрошкаф для системы управления, но это не на 3D принтере, это мы под свои задачи. И здесь собирают электронику, компонуют, настраивают, прошивают, калибруют системы. И в частности тоже разрабатывают, не знаю, на примере, наверное, ультразвуковые генераторы тоже от нашего производства, которые для пересейки используются. Там две версии разных. Поэтому здесь ребята работают с электроникой. И здесь же машина уже собирается, проходит все протоколы испытания, и там либо на выход клиентам, когда мы их продаем, либо в шоурум, сейчас перейдем там, где будем печатать тебе же твои изделия. Пошли дальше. Есть еще такой уголочек у нас материаловедов, здесь мы проводим испытания и подтверждение механических свойств напечатанных изделий. То есть печатаются вот такие образцы с металла, которые потом устанавливаются на разрывную машину. Это сюда, вот так как раз ставится. Она производит разрушение, система компьютерная все это фиксирует и снимаются показания, мы получаем свойства. Вот, в принципе, разорванные у ребят тоже образцы, потом они выглядят вот таким образом. Мы понимаем, что мы все делаем правильно. Есть микроскоп оптический небольшой, там где можно посмотреть структуру, линии излома. Это материаловеды, я чуть позже познакомлю тебя с ними и тебе расскажу подробно. Здесь у нас шоурум, машины, которые мы для себя используем и тестируем. И, в принципе, все, что связано с печатью, уже непосредственно происходит в отдельном помещении. Здесь вот у нас 280-я машина наша стоит, сейчас ребята как раз очередную ревизию проводят, ее доработки, мы на ней тесты свои проводим. И 3 машины маленьких 150-х, на которых печатается твоя деталюха. Идем посмотрим. Здесь отпечатается клапана. Если более посмотреть от заготовочки, можешь сверху еще глянуть. Вот выглядит это вот так. Вот 3 клапана. Вот они. С ракурса посмотреть. То есть происходит печать в машине. Общий вид, как это выглядит. А здесь печатается PowerCap с алюминия. Там НКНЛ, здесь алюминий. Сейчас вот видно как раз лазером слой за слоем плавится порошок и получается готовое изделие. И я думал, ну что, закрыл себе, и чтобы просто пыль не разлеталась, оно там печатает. Не все так просто. Там находится инертный газ, поскольку алюминиевая пудра
и вообще многие другие тоже металлические порошки, они при окислении могут что делать? Воспламеняться. Все, наверное, помнят эти взрыв-пакеты Сурик-Серебрянка. Так вот, он даже вроде как не стартанет печать, если не герметична камера, чтобы не было бабах. А вот у нас мистер пылесос, который очень сложной какой-то конструкции. И что примечательно, смотрите, контейнеры под порошок, который высасывается из камеры, под каждый материал металл свой, чтобы можно было его использовать заново. Вот такая вот конструкция. И даже насадка и шланг, насколько я понимаю, под пылесос тоже подписаны, под каждый материал свой. А вот и аппарат для просеивания порошка, который был высосан из камеры после прошлой печати. Он здесь фильтруется, просеивается. Вот тут прямо написано, что это грязный. А это уже танкер с порошком, который просеян чистый. Получается безотходное производство. Когда камера, которая используется для печати, открыта и оттуда высасывают неиспользованный порошок, все ребята, работники, находятся вот в таких вот рядом с ней респираторах. После печати, чтобы получить вот такие уже готовые клапана, нужно было их обработать на токарном станке, вот этом. И получили мы с помощью, собственно, обработки точность в тысячные, в допуске верхней границы по книжке Апелевской, там, где все нормы допуски, затяжки, размеры. Это невероятно, просто в зеркало. Так, сейчас будем учиться пользоваться прибором. Так вот нежненько, надо аккуратно все это делать. Надо попасть ровненько, перпендикулярно. 6955. Шесть 959. Так, аккуратненько. Где у нас тут рабочая зона? Наверное, где-то тут. 6959. Так, а вот, собственно, распечаточка. Выпускной клапан стандартный 29. Я попросил ребят оверсайз сделать +1. Ну, для повышения, конечно же, производительности, чтобы адский мотор был. Вот. А допуски от 6945 до 6960. Это стандартный клапан. Я когда увидел вот здесь вот G-код, спрашиваю ребят, так это получается как в 3D принтерах. Они мне говорят, ну не совсем так, это в 3D принтерах, так как здесь на этом токарном станке, потому что это все пошло от токарки, от ЧПУ и уже потом перешло в 3D принтеры. На этих станках стремление, эволюция к тому, чтобы делалось все максимально быстрее и точно.
С пластиком я знаком, а вот с металлом, ну, кстати, да, прикольно, хрупкий такой, вот эти вот поддержки. Ну, а навыком там, может, он еще легкий взять, попробовать. Вот и готовая деталь. У меня она была всегда пластиковая, не такой крутой, конечно, формы. Тут применены технологии для лучшей газодинамики. В народе называется Simple Dimple. Выглядит она, конечно, космически, да, тактильное и визуальное удовольствие неимоверное. В принципе, технология выборочной лазерной плавки, которую мы используем, подразумевает использование и печать практически с любых материалов. Мы ограничены пока сырьем, то есть это нержавеющие стали, алюминий, жаропрочные никель-хромовые сплавы, инканель, титаны. Поэтому выбирать сейчас можно стандартная номенклатура, она достаточно широкая, тоже можно посмотреть. Пока ограничено порошков. Если есть индивидуальные какие-то требования, можем сделать индивидуальный порошок. Но у нас сейчас ограничено это все нашим оборудованием, которое есть на данный момент. Это малая наша называемая машина Альфа 150 с размерами печати областью 150-150 на 180 мм и Альфа 280 с размерами 280-280 на полметра. Это те габариты, которые можем печатать сейчас. В принципе, технология подразумевает печать до метр на метр на метр, ну там уже другие сложности. Цена вопроса, к сожалению, наверное, для нас в Украине мало потребителей, которые готовы за это платить и готовы делать изделия, которые требует данной технологии. Но у нас есть проект тоже, сейчас мы планируем все-таки выпустить машину с размерами 560 на 560 миллиметров. Да, более большого объема. Но это есть синергия таких двух технологий: генеративный дизайн и логическая оптимизация. Одно подразумевает, когда мы с готового изделия уже оптимизируем под эксплуатацию, под определенные нагрузки. Второе, когда создаем, генерируем изделия под те задачи, которые у нас нужно. В принципе, можно печатать. Более того, практика во всем мире уже печать и двигателей, блоков цилиндров, и поршней, шатунов, валов. То есть это все уже широко печатается, применяется. Там известные ведущие там компании, там Porsche и прочие, там на свои суперкары очень продуктивно все это интегрируют. Можно посмотреть в интернете. Инфы достаточно много. Конечно, без проблем, но нужны все исходные данные. То есть, если человек говорит, что нужно облегчить, это нужно убрать какую-то массу. Чтобы мы не убрали критические какие-то элементы, нужно понимать, как эксплуатируется эта деталь, где она стоит. И человек сам, в конце концов, должен до конца это понимать, чтобы объяснить, чтобы мы правильно сделали работу и получили, в конце концов, результат, а не какой-то концепт. Но, к сожалению, на пальцах объяснить возможно, но чтобы машина взяла и сделала это изделие, нужна 3D-модель. Получить 3D-модель мы все-таки склоняемся к тому варианту, когда заказчик приходит непосредственно с моделью, ее нужно либо напечатать, либо доработать, уже как-то оптимизировать. Но варианты есть абсолютно такие, как бы, если есть изделие, нужно вот так, готовы, наверное, общаться, обсуждать эти все моменты. Есть оборудование 3D-сканеры для обратного дизайна, то есть когда мы можем брать изделие, сканировать его, дорабатывать, смотреть, либо просто садится инженер, делает 3D-модель по нему и уже тогда печатаем. Самое, да, широко, наверное, и интересное все-таки это авиация, ракетостроение. Широко очень медицина применяется. Почему? Потому что с помощью там титановых и хромовых сплавов можно делать изделия, там ставить на ноги людей, которых, в принципе, были безнадежны в прямом смысле слова. Но широко также входят, начиная ювелирка, дизайнеры. Есть моделисты, которые в архитектуре собирают определенные штучки, нам даже там всякие мини-статуэтки присылали, мы печатали, сразу удивлялись, но прикольно получалось. Поэтому очень широко входит, и более того, уже стоимость потихоньку, мы чем больше печатаем людям, тоже пытаемся снижать цены, технология становится все доступнее и доступнее. Я думаю, что пройдет 5-10 лет, и это будет, просто незаменимая вещь. Вспомните, как пластик раньше был. Тоже все знали, все понимали, но никто дома не печатал, как сейчас. Поэтому это широко входит. Да, цена вопроса повыше, конечно, чем пластик, но печатать можно очень много.
По мех-свойствам изделия, напечатанные по данной технологии, они превосходят механические свойства после литья, поэтому за качество вообще можно не переживать. Технология, так как технология достаточно сложная, процесс длительный протекает, обычно на всех ответственных деталях, которые печатаются на платформе, печатают так называемый свидетель образец. Это такая кусочек материала, болваночка, стержень, который после того, когда мы снимаем деталь, она устанавливается на разрывную машину, я тоже дальше покажу, как это происходит, и разрывается. То есть есть такое разрушающие методы контроля, которые потом подтверждают, насколько ли процесс прошел правильно и механические свойства эти не достигаются. Поэтому все это подтверждается практически и достаточно просто. Ну, конечно, есть стандарты, более того, есть уже отраслевые стандарты по аддитивным технологиям. Но для того, чтобы было понятно, мы будем сравнивать с прочностью обычного литья. То есть мы когда разорвем, покажем, вот деталь литейная, вот у нас там сигма прочности, сигма текучести такая, и покажем, какие же у нас параметры после печати. Оно все с головы идет. Человек обычно, который что-то хочет сделать, довести до конца, он делает так, как он понимает, как он знает, что он видит, что это может сделать. Это раз. Второе, ты правильно сказал, технология сложнее, чем просто пластик. Есть дополнительное оборудование, покупать это себе все ставить позволят только, может, какие-то там ателье, дизайн модные, либо кто нормально там зарабатывает. Но будет все немножко по-другому. Все идет к тому, что оно реально так будет, посмотришь. Человек должен просто будет сделать 3D-модель у себя на компьютере, сгенерить дизайн и отправить в один из сервисов, в которых будет бесконечное количество множества. И курьер через день, через два должен вручить ему будет посылку с его деталью по абсолютно адекватной цене. Вот так это должно быть. Чтобы ставить себе, делать, печатать, наверное, это не совсем правильный подход именно по печати металла. 3D-печать металлом открывает абсолютно новые возможности с проектированию, конструирования деталей, конструировать по-другому, не под механику, под обработку, под точение, под штамповку, под литье, а именно под 3D-печати. И вот этот подход уже, это новое поколение инженеров, новое поколение людей, которые должны понимать, как это делается. В Европе уже целые институции есть, которые обучают, подготавливают специалисты, есть книги в этом направлении. Поэтому должно пройти некоторое время, пока люди поймут, что они смогут детали сделать, которые будут круче, лучше, легче и дешевле, чем просто механически обработанная, но она будет абсолютно другая. Нет, не имеет никакого смысла то, что делается под механику, печатать на 3D-принтере и искать в этом особые плюсы. Я думаю, что в этом, наверное. Поэтому должно пройти какое-то адаптационное время, более того, оно уже проходит, оно идет, и этот процесс, он ведет к тому, что будет так.